Так, запустил я Skyrim, легендарное издание. Игра версии, вот здесь можно увидеть 1.9.32.08. Запустил на GameNative версия 1.0.0, актуальна на текущий момент. Можно увидеть, что графика вполне приличная, разрешение высокое. Также тени, хоть разрешение снижено, но они размыты, чтобы пиксели не так бросались в глаза. Также тени ложатся на траву. Можно увидеть, что вот трава затеняется, и тени ложатся на деревья. Можно увидеть тени от разных объектов на дереве. Пока стабильно идет 30 кадров в секунду, у меня выставлено ограничение. Но, скорее всего, из-за записи видео чуть позже, когда устройство нагреется, частота кадров упадет. Для управления использую геймпад для мобильных устройств. Сейчас у меня подключен GameSir X5 Lite. То есть я пришел к управлению с использованием геймпадов, потому что сенсорное управление раньше выглядело примерно вот так. Как бы удобно, но геймпад удобнее. В этот раз геймпад от эмулятора не отвалится. Но бывает, что если переключиться на другое приложение с использованием геймпада, то он может отвалиться, тогда просто нужно его переподключить. Хочу быстро пройтись, показать, какие настройки я использовал для запуска. Какие настройки можно изменить в файле конфигурации игры, которые недоступны через лаунчер или настройки самой игры. И также есть настройки, которые доступны, но есть у них значения, которые изменить, выставить нельзя. То есть вот для примера, какие у нас настройки доступны в игре. Ну и в конце покажу, как я настроил геймпад, дополнительное сочетание клавиш. То есть вот я могу быстро загрузить игру. То есть комбинация клавиш есть для быстрого сохранения. Сейчас я отключу счетчик FPS, чтобы не мешал. Можно комбинация клавиш для быстрого сохранения, для быстрой загрузки. Не приходится каждый раз переходить в меню и выбирать сохранение, чтобы загрузиться или сохраниться. Также по умолчанию в быстром доступе доступно
закрепление только 3 клавиш для быстрого вызова заклинаний, снаряжения. Можно расширить этот список до 8 заклинаний или снаряжения. То есть вот я на комбинации клавиш могу поменять заклинания, могу поменять оружие. Для этого используется крестовина, так называемый D-pad. Вот вкратце пройдусь, как это настроить без установки дополнительных модов. Ну, не будем терять время. И так будет много сказано. Так, начнем с настроек Game Native. Вот, заходим, выбираем нашу игру, выбираем звездочку, Edit Container. Здесь, так как у меня, опять же, так, телефон у нас Snapdragon 8 Gen 3. Я использую вариант контейнера glibc. Так, язык у меня русский. Размер экрана я выбрал 1024 на 768. У меня складной телефон, экран квадратный. И как бы это разрешение больше подходит, чем какой-нибудь HD или Full HD. Так, что еще здесь? Есть важный пункт Suspend Behavior. Он отвечает за паузу эмуляции. Первый пункт. Пауза устанавливается автоматически. Например, если вы вызываете боковое меню эмулятора или сворачиваете его. И возвращается, воспроизведение эмуляции только после нажатия кнопки на экране, которая появляется. Второй пункт Suspend and Auto Resume. Соответственно, тоже эмуляция приостанавливается, но кнопку нажимать не надо. Вернулись, открыли окно эмулятора или закрыли меню, и эмуляция продолжилась. И Never Suspend. Этот пункт я бы советовал выбрать, потому что в большинстве случаев, если эмуляция ставится на паузу, это отваливается звук в игре, и игру приходится перезапускать. Это не только Skyrim, это еще замечено мной в другой игре, Tomb Raider Game of Year Edition. Думаю, так будет во всех играх. И что еще здесь? Вот есть у нас графика. Наверное, нет, не графика. В общем, ладно, позже об этом. Графика. У меня, опять же, Snapdragon процессор, графика Adreno, поэтому выбираю не драйвер Adreno, а драйвер Turnip. Потом версия графического драйвера. Я не заморачивался, какой был при скачивании эмулятора, такой и выбрал. Максимальную версию 25.3.0. Обертка DXVK. Так как у меня DirectX 9 игра, и она, для нее подходит DXVK обертка. И версию также выбрал максимальную доступную, которая была установлена сразу в эмуляторе, версия 2.7.1. Так, и пункт использовать DRA 3. Опять же, у меня Adreno. Проблем этот пункт у меня не вызывает, поэтому он включен. Эмуляция.
Версия Box 64, опять же, максимальная доступная, 0.38. Предустановки создал свою кастомную, об этом чуть позже. То есть вот она у меня Skyrim LE. Производительность Skyrim LE. Контроллер. Здесь я ничего не менял. Подключаю геймпад. Все сразу подхватывается, все работает. Wine. Здесь я выбрал режим рендеринга вне экрана FBO. Он более стабильный, более надежный, хотя там на какой-то 0,1% поджирает производительность. Так, компоненты Win. Здесь ничего не менял. Окружение, переменное окружение. Здесь вот есть такой пункт TU Debug. Выбрал я галочки проставил GMM. Если верить тому, что я нашел в Гугле, эта галочка, установленная первой, отвечает за использование графической памяти, оперативной памяти графического процессора. Потом No Conform галочка для того, чтобы процессор работал более эффективно, обрабатывал быстро и эффективно обрабатывал кадры. Ну и SysMem. Эта галочка ставится последняя, ее можно вообще не ставить. Она отвечает за использование оперативной памяти системы. И если память, которая отвечает вот галочкой GMM, заканчивается, эмулятор сам автоматически ставит вот эту галочку SysMem. Так, ну и дополнительно выбираю, ну вот в таком порядке я для себя выбрал ядра, чтобы процессор не сильно грелся, чтобы часть ядер не использовалась для эмуляции и как бы уменьшалась нагрузка и нагрев. Так. А теперь вот Edit контейнер, эмуляция и вот этот вот пункт предустановка Xbox 64. Вернее, Box 64. Возвращаемся к списку игр. И вот здесь вот у нас есть такая кнопочка в уголке. Выбираем настройки. И вот предустановки Box 64. Из личного опыта я знаю, вот есть производительность. И Skyrim очень чувствителен вот к этому параметру Dynarec X87 Double. То есть это обработка чисел с плавающей запятой. Если эту галочку не выставить, а здесь ее нельзя выставить, то Skyrim может поломаться, зависнуть, может персонаж застревать на месте. Что мы делаем? Вот мы выбрали этот профиль производительность и нажимаем вот эту вот кнопочку скопировать. Теперь мы можем переименовать, как нам удобно, этот профиль. Просто вводим название, и оно сразу же сохраняется вот в конце списка. И можем менять параметры. Это удобно для экспериментов так называемого пердолинга. Когда нам нужно подобрать параметры, вроде бы мы уже запустили игру, и не хочется все похерить. Вот мы можем профиль скопировать, снова использовать вот эту кнопку. И подписать его, чтобы не запутаться, и внести какое-то изменение, чтобы посмотреть, станет лучше или хуже, и не забыть выбрать его в настройках самого контейнера. Так, этот профиль можно удалить. Вот, выбираю свой профиль, который у меня сейчас настроен использоваться в контейнере для запуска игры. Так, здесь SafeFlex. Первый параметр выставил единицу, потому что при нуле у меня не запускается. Хотя 0 был бы быстрее, и в Mobox раньше работало при флаге равном нулю. Так, Fastnen
Fast None и Fast Round отвечают за быструю обработку ошибок, отсутствие значения и быструю обработку округлений чисел. В теории должны ускорять эмуляцию, на практике очень тяжело отследить этот момент. Dynarec X87 Double параметр вот выставил. Без него игра может не запуститься или может запуститься с проблемами. Так, Big Block был 3. По умолчанию его оставляем. Strong Mem в теории должен защищать от каких-то ошибок и проблем запусков. То есть можно выставить значение от 0 до 3. Ну, я выставил 0. Вроде как игра работает чуть-чуть быстрее, при этом ошибок никаких не возникает. Dynarec Forward. Здесь мы выбираем длину набора данных для рекомпиляции. Чем меньше длина, тем чаще у нас запускается компилятор. Может как бы возрасти нагрузка на процессор, но если блок будет слишком большим в теории, то данные не будут успевать собираться, компилятор начнет запинаться и появятся какие-то хрипы, щелчки в звуке, подвисания игры. Так, Dynarec CalRed служит для ускорения работы. Ну, тут оптимизация обкодов cal и red. То есть это команды для рекомпилятора, они работать будут чуть быстрее. Dynarec White это опять же история для вот Dynarec, динамический рекомпилятор. Если у нас вот блок данных, который мы здесь выставили, не успевает набраться, то он будет обработан не рекомпилятором, а ретранслятором. То есть возрастает нагрузка на процессор, но может как бы избавить опять же от каких-то хрипов, запинаний в игре, хрипов звука, щелчков. Ну, я выставил White, вроде как проблем нету. Вот этот пункт эмуляция AVX инструкции. В Skyrim AVX инструкции, насколько мне известно, нету, поэтому этот параметр нам не нужен, будет только зря нагружать систему. Точно так же следующий пункт Unit Player, скорее всего для какого-то Unity движков нам не нужен. И последний параметр, вот этот, так, map 32. Тут написано, что выделяет всю память в адресных пространствах 32 бит. У нас игра 32-битная Skyrim. И без этого параметра у меня она не запускается. Так. Собственно, с настройками контейнера и эмулятора для запуска вроде бы как все. Теперь что у нас? Теперь сами настройки игры. Мы можем вот перейти в карточку игры и выбрать Open Container. Так, геймпад уснул, появилось сенсорное управление. Так, что у нас здесь? Вот папка «Документы». В ней папка My Games и в ней папка Skyrim. То есть здесь у нас два файла настроек. Skyrim ini и Skyrim Prefs ini. И папка с файлами сохранений. То есть если какие-то телодвижения планируется проводить с телефоном, с эмулятором, то эту папку, вот Skyrim, желательно куда-нибудь скопировать. Я использую для этого диск D, то есть это папка нашего устройства download.
То есть вот либо загрузки, либо внутреннее хранилище, download. Вот эта папка, она отражена вот здесь в виде диска D. То есть вот я создал папку Games for Win. Вот она здесь же в системе. Вот Games for Win. Папка Skyrim. Вот Skyrim. Папка Data. Так, сейчас она нам не нужна. Ну и здесь вот у меня хранятся резервные копии сохранений. То есть вот файлы настроек, папка с сохранениями. Ну это уже для тех, кто прям совсем первый раз. Возвращаемся в наши документы. My Games, Skyrim. Так, дальше у нас получается настройки самой игры. Тут их много. Сразу все и не упомнишь. Приходится много гуглить. Но вот основные, которые, может быть, придется подредактировать. То есть вот у нас есть первый же пункт Language Russia у меня выставлен. То есть если у вас после того, как вы запустили игру, язык не русский, вот можно его здесь выставить. Так, этот параметр, насколько я помню, отвечает за набор блоков для загрузки игрового мира. И его очень нежелательно менять, потому что если его изменить, файлы сохранений потом могут не загрузиться. Придется подбирать это число. Так. Shadow Map Resolution Primary, насколько я помню, вот этот не работает параметр. Ну, тут много мусора, который я пробовал, проверял в свое время. Так, здесь вот для нас важен вот этот параметр. Resource, архив, лист. Если игру запускать на эмуляторе и этот файл настроек сгенерируется первый раз именно на эмуляторе, этот пункт может содержать вот похожее сообщение об ошибке, как вот здесь. И могут быть проблемы с загрузкой ресурсов, каких-то звуков, переводов. Так, здесь вот эти два пункта, это я недавно нашел. Они отвечают за прилипание прицела к врагам на близком расстоянии. То есть по умолчанию где-то пишут, что единица, где-то пишут, что 0,5. Вот я выставил их значение 3.0, чтобы прицел прилипал агрессивнее. То есть полезно, когда у вас рукопашка и можно промахнуться мечом вплотную, потому что враг зашел вам за спину ловко. Так. Вот этот параметр вроде как должен помочь в случаях, когда стрелы пролетают сквозь противников, которые находятся слишком далеко. Так, ну здесь вроде как ничего больше ценного и нету. Так, это Skyrim ini файл. Есть у нас еще Skyrim prefs. Он большой, здесь параметров намного больше. Так, вот параметр, начнем по порядку тоже. Do diff of field, так называемый, ой, как это он? Размытие объектов в поле зрения, то есть когда у вас разные объекты на разном расстоянии, какие-то из них как бы имитируется фокусировка зрения, какие-то размываются, может значительно снизить нагрузку, но при этом, если его выставить в 0, то пропадет очень много эффектов
в игре, который, ну, игра станет картонная и плоская. Так, Radial Blur Level. Это вроде как параметр, отвечающий за размытие при открытии каких-то там менюшек. Тоже может нагружать систему. При желании можно выставить, ну, выбрать уровень. То есть там от единиц, от 0 до 3, наверное, точно не помню. То есть у меня вот выставлен минимальный единица, чтобы как бы и был, и не ломался. Так, здесь вот этот параметр Blur Different Shadow Mask размывает тени. То есть вот у меня можно было увидеть, что тени низкого разрешения, чтобы пиксели не резали глаза. Вот этот параметр их как бы размывает с минимальной нагрузкой. Так, здесь у меня вот два параметра отвечают за дистанцию, на которой тени исчезают. То есть вот если с ним играться, с этими двумя параметрами, этот отвечает за тени снаружи в открытом мире, а этот отвечает за тени внутри зданий, в помещениях. То есть уменьшается нагрузка на железо. Увеличиваешь, становится картинка чуть более детальная. Так, вот эти два параметра устарели и игнорируются легендарным изданием. Вот этот параметр IMAX Anisotropy. Здесь у нас вот префиксы есть у этих значений. I integer, то есть это целочисленное значение без знака от 0 и, по-моему, до 16 конкретно вот это анизотропия. Это анизотропная фильтрация текстур. А раньше в эмуляторах игру просто ломало. Поэтому вот в настройках его вроде бы как нельзя выключить полностью. То есть можно выставить минимальное значение единицу, при этом оно будет включено и будет ломать игру. В файле можно выставить 0, и оно отключится полностью. Так, здесь это параметры нам не сильно важны, лучше их не трогать. Это для глубокого моддинга. Так, вот эти параметры. Text Map Minimum отвечает за качество текстур в игре. То есть, если система будет не успевать, она будет как бы не сильно и стараться подгружать текстуры. И когда ты будешь путешествовать в открытом мире, то можешь увидеть очень размытые текстуры очень плохого качества. Поэтому вот я выставил значение 2, то есть это чуть выше среднего. А Text Map Skip, этот параметр отвечает за качество текстур, то есть он работает в обратную сторону. То есть если ты выставляешь 0, значит максимальное качество текстур. Единицу, значит как бы пропускается какой-то этап обработки и качество текстур падает. Двоечка и еще на уровень ниже. И, по-моему, там до 3 значений, от 0 до 3. Так, этот параметр отвечает за размытие, за сглаживание границ объектов под водой. Лучше выставить 0. Нагрузка меньше, качество не сильно лучше. Так, опять же, мультисэмпл. Это, насколько я помню, тоже сглаживание краев за счет мультисэмплинга. То есть рендерится картинка в высоком разрешении, потом уменьшается до разрешения экрана, лишняя нагрузка, выставляем 0. Shadow Mode. Можно выставить 3. Максимальное значение для этого параметра отвечает за качество текстур в игре. Так, вот этот параметр 3 с Receive Shadows. Этот параметр отвечает за то, будут ли деревья отображать на себе тень. Если выставить 0, вот у нас здесь индекс b, префикс b в начале параметра. То есть это binary, значение либо 0, либо единица. Включен, выключен. Вот. У меня выставлена единица и Drive Land Shadows. То есть
Если искать в интернете, то этот параметр отвечает за тени от ландшафта. То есть какие-то там холмы будут отбрасывать тени. Тоже выставил единицу, тоже префикс b, то есть либо 0, либо единица. И эти два параметра у нас не будут работать, если у нас не выставлен еще один параметр в единицу. Так, а какой надо вспомнить? Так, сделаем ход конем. Вот у нас есть такая возможность, режим И. Что у нас здесь? Может, подскажут нам? Так. От какого параметра зависит? Напрямую от общего включения теней в игре и корректно работает только в связи с другими настройками. Shadow Distance для более общего могли принимать тени. Быть активны следующие параметры: F Shadow Distance и Shadow on Grass. Ну, при желании можно будет погуглить, потом, если найду, вспомню, скажу. Так, Full Screen. Размер нашей картинки должен совпадать с размером выставленной картинки в эмуляторе. То есть у меня это 1024 на 768. Так, здесь что у нас еще есть? Этот параметр вроде как не рабочий, но на всякий случай выставил в 0, чтобы уменьшить нагрузку при обработке теней. Так, Float Point Render Target. Вроде как в лаунчере можно его включить, выключить. Лучше выключить, отвечать за вычисление освещения. Качество не намного лучше, а нагрузка большая. FXAA Enabled. Выставил единицу, чтобы глаза не резались от пикселей. То есть картинка немножечко размывается за счет шейдера, и нагрузка небольшая, и картинка чуть-чуть сглаженная. Shadow Map Resolution. Вот этот параметр отвечает за разрешение теней. Очень сильно влияет на производительность. Чем меньше его выставишь, тем меньше нагрузка на железо, меньше проблем с эмуляцией. Вот 512 выставил, вроде как тянет система. По умолчанию там самое минимальное значение, которое можно выставить через настройки или лаунчер игры, вроде бы 1024. Так, эти параметры ни на что не влияют. Вот iPresent Interval выставить нужно в 0. То есть там вроде как 3 значения. Это различные режимы вертикальной синхронизации картинки. У нас есть вертикальная синхронизация в эмуляторе, которую вроде как и нельзя выключить. И плюс еще будет на движке игры. Могут быть большие проблемы. Лучше выключить в игре. Shadow Filter тоже выставим 0. Это размытие краев на тенях. Большая нагрузка. Для мобильного телефона, экрана, как бы такое высокое качество нам не нужно, причем с таким разрешением низким. Так, Shadow on Grass, вот параметр, который нужно тоже выставить, чтобы были тени на деревьях, и который вот был там в списке, когда я искал, от каких параметров зависят вот эти параметры. То есть они там взаимосвязаны. 3. Вот
Они у меня просто разбросаны по всему файлу. Так. Вот еще вот эти параметры Shadow on Grass и вот те два зависят от этого параметра. Вот Different Shadows. И также вот этот параметр Draw Shadows. То есть если они будут выставлены в 0, то эти параметры будут игнорироваться. Так, здесь дальше у нас идет раздел, отвечающий за отрисовку травы. В файле его изначально вроде бы как не было. Нашел на просторах интернета. 30 Grass VS отвечает у нас там за качество каждого пучка травы. Вроде как нагрузка не сильно выше, да и эффект не особо большой. Но вот эти параметры, следующие два, даже 3, отвечают за дистанцию появления и исчезновения травы вокруг игрока, персонажа. То есть вот я выставил 5000. По умолчанию там что-то в районе от 500 до 2000 вот этих единиц. То есть трава исчезает буквально в нескольких метрах от персонажа. Можно, конечно, выставить и больше значения, если ваше устройство потянет. Так, вот этот параметр тоже очень важно проверить, чтобы был выставлен в единицу. Отвечает за поддержку геймпадов игрой. То есть если он 0, геймпад не подключится. Это актуально и для таких геймпадов мобильных, как у меня, и для портативных консолей, которые сейчас очень популярны. Китайские, там Anbernic, Aya Neo, вот эти все Retroid Pocket. То есть вот этот параметр нужно проверить и выставить в единицу при необходимости. Если его нету, то найти и дописать файл без лишних пробелов. Опять же, вот параметры не должны содержать ни параметры, ни значения, лишних пробелов, знаков табуляции, энтеров, переносов строки, потому что движок не прочитает их правильно и примет свои значения, установленные по умолчанию. Так, что еще нам здесь? Этот параметр отвечает за уровень сложности в игре, регулируется в игре, но мало ли, вдруг какая-то проблема. Так, можно выставить через файл. Ну, здесь так. Вроде как больше особо ничего такого ценного нету. Ну, тут у меня вот установлены параметры для качества удаленных деревьев. Где-то тут еще параметры, отвечающие за анимацию, когда деревья как бы колышутся на ветру. То есть можно при желании включить, выключить. Все это можно найти в гугле. Так. Do High Dynamic Range. Тоже, если выставлен в единицу, лучше выставить в 0. На экране мобильного телефона эффекта не будет, но при этом будет нагрузка, будет устройство пытаться использовать высокую динамическую, как это называлось, так называемый HDR эффект, модный в то время. Use Blur Shader, не знаю, вот выставил в 0, разницы особо не заметил. По производительности, по качеству тоже. Так, вот эти два параметра отвечают у нас за качество отражений в воде, если у вас вот они включены. То есть вот Water Reflections. Можно включить в настройках игры, в лаунчере игры, но там значения вот эти
разрешение намного выше, работает по аналогии с тенями. То есть чем ниже разрешение, картинка вроде не сильно страдает, при этом нагрузка уменьшается. Ну и вот WaterDiff, Use WaterDiff отвечает также за размытие разноудаленных объектов, как и в начале параметр отвечал вот этот. Diff of Field. Do Diff of Field. Ну, собственно, по параметрам вроде как все. Так. Теперь вот этот файл генерируется автоматически. Его, если какие-то проблемы с настройками, можно удалить, чтобы он перегенерировался. Но после этого может вот измениться. Здесь есть параметр с названием видеокарты и могут сброситься настройки. Поэтому как бы желательно иметь резервную копию файла настроек. То есть вот этот вот пункт может измениться. Это уже из личного опыта. И придется все эти настройки колупать заново. Так, резервную копию просто строчечку заменили и все. Так, уже 40 минут видео. Угу. Так, теперь перейдем к геймпаду. Настройки геймпада по умолчанию весьма ограничены, поэтому вот нашел я такой мод на просторах интернета. То есть вот у нас здесь ссылка на него в адресной строке. Я взял его за основу. То есть это файл. Вот если почитать описание, то, наверное, здесь нету в описании. Куда его пихать, этот файл? То есть там различные варианты. Есть там какие-то генераторы для этих файлов. Суть какая? Вот можно скачать файл, который называется у нас так. Data Interface Controls PC. Вот Control Map TXT. Вот этот файл. И, соответственно, вот у нас папка с игрой. То есть вот Download, Games for Win, Skyrim, Data, интерфейс. И нужно будет, если нету папку, создать Controls. И в ней папку PC. И, собственно, закинуть этот файл. Файл этот очень капризный. Очень остро реагирует на кодировку. Поэтому желательно найти готовый файл и поменять просто коды кнопок. То есть у меня вот, допустим, я взял за основу вот эту модификацию у человека, скачал его файл, посмотрел схему, как это у него работает. То есть у него помимо стандартного управления добавлены комбинации клавиш. То есть при нажатой кнопке левый бампер и при нажатии кнопок D-пада вверх-вниз, лево-вправо можно завязать навыки, заклинания, какое-то снаряжение на кнопке D-пада на вот эти комбинации. То есть открыли через Select список быстрого доступа, как на компьютере, и вместо цифр выбрали комбинации клавиш. Вот D-pad. Идет все по порядку, по часовой стрелке, легко запомнить. Так. Но мне не понравились комбинации, как у него реализовано быстрое сохранение и быстрая загрузка. Очень неудобно нажимать. Приходится перехватывать геймпад, поэтому я поменял на свои коды.
подсмотрел коды, то есть как это можно сделать. Допустим, вот наш Google. Мы вот открываем и вводим запрос цифровые коды клавиш X input контроллера для control map txt. Ну и, соответственно, вот видим наши коды. И сейчас попробуем разделить экран. Так, что-то у нас не по плану пошло. Ага, я понял. Так просто не сдается. Ладно. Все, я понял. Так. Для удобства сделаем вот так. Ну, опять же, все это можно сделать на ПК. То есть вот я нашел готовый файл с модификацией. Ну, это не совсем модификация, а файл, который принимает движок игры и использует настройки из него. Ну и, допустим, вот я нашел нужное мне действие, допустим, Quick Save. Нужны вот в этом столбце значения. То есть вот у нас Quick Save отвечает комбинация клавиш 0, 0, 1, 0, 0. То есть мы можем посмотреть 0, 0, 1, 0, 0. Это у нас будет вот левый бампер. То есть где она у нас? Вот эта верхняя кнопка на контроллере. Так. Что тут происходит? То есть вот левая кнопка на контроллере. Так. Все поломал. Все сломал. Потом второй параметр идет вот после плюс 0x0010. Ищем его в списке. Вот старт 00010. То есть опять же вот на нашей схеме видно. Это кнопка старт. Ну и по такому принципу, вот, допустим, у меня вот реализованы быстрые привязки. То есть вот 0001, 0001 повторяется, просто добавляется комбинация, для комбинации кнопок новый код. Так, допустим, вот white. Эта комбинация в моем случае 0100, 2000, это LB и клавиша B. Сейчас я, допустим, хочу добавить, попробую добавить переключатель вот toggle always run. Так. То есть у меня сейчас значение 0xff. Я могу изменить его. На комбинацию клавиш. То есть вот использую ту же кнопку 0100, как и на всех предыдущих кнопках. Плюс. И смотрю в списке, меня интересует L3 клавиша, то есть нажатие на стик. Вот. Смотрим, ищем. LS, L3, 00, 40 код будет. То есть я сюда вписываю. Опять же, файл очень чувствителен к пробелам, табам, поэтому очень аккуратно нужно набирать 0,
X 0040. И сохраняем. Так. То есть как бы 10 минут вашего времени. Немножечко терпения. Ну и, собственно, вот файл я сохранил. Можно его проверить. Зайти в игру. Так. Закрываем наш контейнер. Запускаем игру. Из-за того, что у меня устройство Samsung, у них своя какая-то оригинальная файловая система, поэтому запуск у меня происходит немножечко дольше. Буквально около минуты-полторы. Это было на всех предыдущих эмуляторах, которые шли после Termux Box. Это был Termux Box, Mobox, и теперь вроде как на основе Mobox сделан вот этот Game Native. И если сравнивать с Mobox, то производительность у них практически одинаковая. То есть вот, если кто-то из-за производительности боролся с Mobox, то теперь можно как бы расслабиться. Так, посмотрим, как работает моя новая комбинация клавиш. Да, немножко дольше загружается. Еще и открытый мир. То есть сейчас вот я отклонил стик вперед, и персонаж побежал. Теперь нажал комбинацию клавиш, и, собственно, ничего не произошло. Надо разбираться. Ну, принцип такой. То есть где-то что-то пошло не по плану. Что у нас есть еще на эту кнопку завязано? У нас завязано приседание на эту кнопку. Нужно посмотреть, что у нас. Снэк. Вот. 0x0040. В принципе, код правильный. Возможно, не та функция. Странно. Угу. Ну, не думай, что со мной можно торговаться, как буду с этими разбираться. проклятыми Ну, лапушками. смысл такой. То есть, вот, можно либо скачать файл модификации. Угу. Браузер заглючил. Файл модификации с Nexus, использовать его раскладку. То есть это не дополнительный мод, он не использует лаунчер, не подключается как бы к движку игры, а просто как файл конфигурации считывается и принимается. Так. Либо изменить его под себя, вот по тому принципу, как я показал. Так, что еще у нас? Еще забыл показать наш лаунчер. Так, то есть вот контейнер. Можно открыть, опять же, вот звездочка, Open контейнер, и открыть рабочий стол. Ну, как я уже раньше показывал, собственно. Так, и вот есть Games for Win папка. Давай, раздупляйся. Угу. Перебор.
Skyrim. При первом запуске конкретно этой версии игры могут быть проблемы со звуком. Вот есть папка Redist, и нужно установить вот эти два файла. vcredits, Credist 64, 86. После их установки у меня в игре звук начал работать. Вот наш Skyrim Launcher. И здесь при первом запуске не будет в реестре системы записи о том, где установлена игра. Конкретно у меня в этом лаунчере вот вместо пункта «Игра» появляется пункт «Установить». А эти два пункта затемнены, их нельзя нажать. То есть вот наши настройки через лаунчер. И так, чтобы не похерить, закрою. И вот этот файлы — это настройка модификаций, так как это легендарное издание. Оно включало 3 DLC. Вот их нужно в этом окне расположить строго в правильном порядке. По умолчанию они выставляются неправильно и могут быть проблемы. Порядок можно, загуглить. Насколько я помню, он в таком порядке должен быть выставлен. И Unofficial Skyrim Legendary Edition Patch. То есть это надо скачивать с Nexus мода. Патч с исправлениями неофициальный от фанатов. Также вот есть с легендарным изданием поставлялись вот 3 пака высокого разрешения текстур. Я их отключаю, потому что у меня из-за них игра начинает немножечко подтормаживать. То есть как бы производительность не падает, но она постоянно запинается. Поэтому как бы не настолько там и высокого разрешения текстуры, чтобы это терпеть. Ну и, соответственно, был скачан мной патч для них, но он не пригодился. То есть вот галочки я убрал. Так. Вроде как. И все. Если у вас кнопка «Установить» здесь не работает, то нужно будет вручную выбрать меню, регистр, эдитор, загуглить вот этот ключ регистрации Skyrim легендарное издание в реестре. И, по-моему, вот, наверное, Hotkey Local Machine, WoW 64, Bethesda Softworks, Skyrim. И вот этот вот ключ с адресом к папке установленной игры. То есть вот папка D, Games for Win, Skyrim. Вот ее нужно будет здесь прописать. Вроде как ничего не забыл. Надеюсь, кому-то это будет тема интересна, и это видео поможет сэкономить миллион времени. Всем удачи!